Всем привет! Сегодня поговорим о том, зачем же на самом деле строили в древности пирамиды. Для того, чтобы в этом разобраться, изучим несколько пирамид и обратим внимание на некоторые важные моменты. Начнем изучение с Боснийской пирамиды. Да, Официоз настаивает, что это просто холм, поросший деревьями, но не все согласны с этим утверждением. На всех ресурсах эту пирамиду называют псевдонаучная сенсация, и даже координаты не могут указать правильно. Вот очертания пирамиды на карте. Видно, что грани сориентированы по сторонам света. Это поможет нам с определением ее возраста. Насчет псевдонаучности. Например, то, что блоки вырубали медными инструментами и таскали на санках по пустыне, это, по мнению ученых, научно. Из интересных особенностей Боснийской пирамиды. Под ней проложен тоннель, по которому протекает подземный ручей. А где-то в глубине пирамиды находятся камни со славянскими рунами. Оставлю ссылку в описании на большой фильм об этих исследованиях. Город у подножья пирамиды называется Високо, есть над чем задуматься. Следующие пирамиды – это мексиканские. От египетских пирамид они отличаются углом наклона граней, то есть они более приземистые. Под мексиканской пирамидой также есть подземный тоннель. Также, я помню, были фильмы про то, что от пирамиды Солнца отходил неглубокий тоннель, обложенный слюдой, и шел этот тоннель в небольшой заглубленный слюдяной храм. Исследователи ломали голову, зачем древним строителям понадобилась слюда, ведь ближайшее месторождение слюды находится в Южной Америке. Соориентированы мексиканские пирамиды вместе с дорогой мертвых на современную Гренландию, где, по мнению исследователей, раньше находился допотопный Северный полюс – гора Меру. 4 острова материка вокруг горы Меру известны как Гиперборея или Арктида. Где-то на рубеже 5300, а по другим источникам 5800 лет назад произошла война между Атлантидой и Гипербореей. Закончилась эта война сбитием Луны, осколки которой уничтожили Атлантиду. Другой осколок Луны пробил перешеек между Южной Америкой и Антарктидой. Апофеоз катастрофы – огромный потоп, который описан разными народами. Так, например, в Ветхом Завете этот потоп известен как Ноев потоп или Великий потоп. Ветхий Завет основан в основном на 24 книгах еврейской Библии или Танаха, собрание древних религиозных писаний израильтян. Легенда о потопе есть у многих жителей Южной, Центральной и Северной Америк. Вот одна из них. Аборигены огненной земли, крайний юг Южной Америки, рассказывают легенду о том, что солнце погрузилось в море, и воды с шумом поднялись над самыми высокими холмами. Вся земля была затоплена, за исключением одной самой высокой горы, где спаслось несколько человек. Также посмотрите этот ролик «Легенда о Первой ядерной войне». Эта легенда описывает те же события со стороны жителей Палестины. После этого потопа был столь любимый историками каменный век. Люди выживали в пещерах, делали орудия труда из кремния, ели диких животных, носили шкуры и рисовали в пещерах рисунки. После потопа иерарх Ний, он же Ной, перенес людей из Атлантиды вместе с жрецами на север Африки, в местность, известную как Египет. Часть жрецов были убиты, часть лишились жезлов. Подробно смотрите об этом в этом ролике. На новом месте бывшие жители Атлантиды начали делать то же самое, что они делали в Атлантиде и Центральной Америке. Они построили пирамиды, но они уже были соориентированы на послепотопный Северный полюс. Пояснение. Кто такие жители Атлантиды и Египта, я вынесу в самый конец видео. А если кратко, это один и тот же народ. Так вот, вернемся к пирамидам. Зачем же их строили? Для чего рассмотрим египетские пирамиды? Вот их особенности. Они построены с более крутыми гранями. Еще из особенностей 3 пирамиды Теотиуакана по своему расположению напоминают положение звезд пояса Ориона, а 3 основные пирамиды Гизы имеют аналогичное расположение. Почему так было сделано? Самое простое объяснение – оба комплекса пирамид строила одна цивилизация. Тут можно еще вспомнить про кокаин и табак в волосах мумий, что говорит о том, что как минимум элита Атлантиды употребляли эти вещества, а когда они перебрались в Египет, они продолжили употреблять. Для получения веществ им надо было плавать в Южную Америку на постоянной основе, и плавали они точно не на камышовых лодках. Так вот, зачем было важно соориентировать грани по сторонам света? В наши дни единственные здания, которые ориентируют по сторонам света, это стадионы и теплицы.
Это делается только для одной цели – равномерного освещения. Я предположу, что угол наклона граней вместе с ориентацией одной из граней строго на юг нужно было для того, чтобы эффективнее и равномернее в течение дня улавливать солнечные лучи. Пирамиды должны были поглощать максимальное количество солнечной энергии, то есть тепла и света. Далее давайте приведу цитату из книги Савелия Кашницкого из книги «Под скалами спят фараоны». Картинка внутренних пустот пирамиды Хеопса, что фигурирует во всей литературе, вовсе не разрез. От себя хочу добавить, что реальное внутреннее строение пирамид, количество пустот и ходов не соответствует вот этим картинкам. Пирамиды устроены внутри сложнее. Если по-прежнему считать пирамиды гигантскими гробницами, великих фараонов 3 и 4 династии следует признать безумцами с болезненно гипертрофированной манией величия. Ухлопать на каждую по 20-30 лет, изводя весь без остатка государственный бюджет и обрекая на рабский труд сотни тысяч своих подданных только ради эффектного надгробия? Ну, допустим, первый из череды великих монархов Джасер и был этаким маньяком. Но неужели десятки его последователей, причем не только генетических потомков, но и чужеродных, в том числе пришлых, все безумцы? Михаил Сергеевич Волгин выдвигает версию, что пирамиды были водокачками. Он подкрепляет эту логику тем соображением, что погребальные камеры всех до сих пор обследованных пирамид пусты. Саркофаги, в том виде, впервые открытые археологами, как, например, в 1954 году Мохаммедом Ганеймом в пирамиде фараона Сехемхета, не содержали в себе царственных мумий. Если же где и была найдена мумия, то в сравнительно небольшой пирамиде. Ее вполне могли подхоронить в более поздние времена, когда отслужившая свое водокачка оставалась брошенной каменной горой. Далее Михаил Сергеевич Волгин выступает в своей главной роли – инженера, гидро- и пневмотехника. Не увязая в технических деталях, скажу лишь два слова о принципе действия гигантской водокачки. Немилосердное тропическое солнце накаляло гладкую известняковую облицовку. Сегодня пирамида Хеопса полностью ее утратила, а на второй по величине пирамиде Хефрена еще можно видеть облицованные участки поверхности. Со ссылкой на современную аэрофотосъемку автор гипотезы сообщает, что грани пирамиды Хеопса имеют вогнутость глубиной 1 метр. В фокусе вогнутой облицовки температура поднималась до 1000 градусов. Разогрев воздуха, заполнявшего внутренние пустоты сооружения, приводил к разрежению и подсосу грунтовых вод, обильных на западном берегу Нила. Так вот, из-за солнечного разогрева поверхности давление во внутренних пустотах пирамиды становилось ниже атмосферного и поднимало грунтовые воды в накопительные камеры. Плюс в камерах пирамиды образовывался конденсат. К востоку от Великой пирамиды стоят три небольшие с 3-4-этажный дом пирамиды-спутницы, назначение которых историкам до сих пор неизвестно. Гидротехнический смысл спутниц – создавать напор в системе автономного водообеспечения царского дворца, храмового комплекса и прилегавших сельхозугодий. Бен-Бен, стоявший на вершине пирамиды, управлял выпускным клапаном, который усиливал разрежение. Открываясь и закрываясь, выпускной клапан создавал импульсный режим работы водокачки. От себя хочу добавить, что Бен-Бен или навершие пирамид чудесным образом было утрачено на всех пирамидах, и думаю, это было сделано для того, чтобы скрыть техническое предназначение пирамид. Есть исторические записи XVIII века, в которых говорится, что пирамиды издавали звук, и его было слышно за километры. Древние путешественники, пересекая пустыню в районе Каира, иногда могли слышать необычный звук, доносящийся неизвестно откуда. Это была глубокая басовая нота, которая разносилась над Нильской долиной и сопровождалась другими, немного более высокими нотами, и вместе они образовывали жуткий аккорд. Звук исходил от Великой пирамиды на плато Гиза, и, по мнению путешественников, казался голосом Бога Вселенной. Складывается ли картина? Под пирамидой в Боснии прокопан тоннель, по которому протекает подземный ручей. Вода из этой реки предназначалась для нагрева и испарения. Аналогичный тоннель есть под мексиканскими пирамидами. Есть ли тоннель под пирамидой на плато Гиза? Оказывается, есть. Весной 2024 года археологи, работающие у подножия Великой пирамиды в Гизе, обнаружили нечто, что буквально выбивает почву из-под прежних теорий.
Сканеры зафиксировали структуру, которая лежала всего в 1,8 метрах над поверхностью, но уже тогда было понятно, это не просто неровность грунта, это был тоннель. Далее вспоминаем про наклон граней и угол падения солнечного света. А для кого предназначалась эта вода? Нам говорят, что Египтом управляли фараоны. Разберем слово «фараон». Фа – это луч. Проверим. Фонарь, фара, факел. Ра – это солнце или свет. Радуга, рассвет, радовать. Он – это он. То есть фараон – это луч света он или луч солнца он. Интересно, что в русском языке сохранилось много слов, связанных с некими светлыми правителями. Например, «ваша светлость», «ваше святейшество», «ваше сиятельство». Есть подобное обращение и в других языках. Немецкий «Seine ihre Durchlaucht» – ее светлость. Итальянский «Sua Altezza Serenissima» – ваша светлость. Все эти обращения по своей сути аналогичны слову «фараон». Фараоны и подобные святейшества занимали в обществе прошлого немалую роль. Дальше думайте сами. Давайте теперь поясню, кто же такие были жители Атлантиды. После гибели Гипербореи или Арктиды арии ушли на юг и основали новую цивилизацию в районе 7 сибирских рек. После климат стал меняться. Постепенная смена климата в сторону похолодания известна как Золотой век, Серебряный, Медный, Железный и подробно описана в метаморфозах Овидия. Золотой век. Люди обходились без законодательства и, повинуясь природному чувству справедливости, поступали как должно. Земля сама, без обработки, приносила людям свои плоды. Люди не ведали старости и болезней, жили очень долго и умирали легко, будто погружались в сон. Серебряный век. Люди Серебряного века в течение 100 лет оставались детьми и жили с родителями, не взрослея, а возмужав, жили недолго в силу собственной глупости. Юпитер разделил год на 4 сезона, так что люди впервые стали искать убежище в домах и должны были трудиться в поле, чтобы добыть себе пропитание. Медный век. Поколение было суровее и воинственнее, но еще не преступно. Дома, предметы быта и оружие делали из меди. Железный век. Век худший. Все справедливое пропало. Характерны обманы, коварство, насилие, война, вражда. Овидий характеризует Железный век как трагическое и неотвратимое время. У людей по Овидию росло такое огромное моральное и социальное зло, что они оказались неисправимыми, и Юпитер устроил всемирный потоп. И у Овидия есть упоминание о потопе. В эпоху Железного века появились преступления, преступников изгоняли из городов и поселков тех лет, изгнанные собирались вместе, организовывали банды, и когда их набралось большое количество, иерарх Ний, он же Ной, вывел их в Атлантиду, которая находилась напротив Гибралтарского пролива. В конечном итоге жители Атлантиды, древние египтяне, это представители белой расы. Вы тут можете вспомнить про ДНК-анализ образцов из мумии, который оказался образцом белого человека, но потом Египет решил эти результаты засекретить.